Народ, здорово! С вами на связи Александр. И сейчас я вам хочу рассказать о проделанном опыте с веб-камерой, со стойками и со светопроводом. Это батарейки, светодиод и сам светопровод. Когда батарейки замыкают, он светит. На канале уже есть два опыта по восходу и закату солнца. Вы можете их пересмотреть и проверить. Но я сделал опыт в масштабе для того, чтобы вам показать, как внутри плоской Земли происходит закат и восход солнца. Самое время поставить лайк и нажать на колокольчик. И поехали! На этой модели Солнце изображено в масштабе относительно плоской Земли. Вот наша линза и светопровод. Сходство где-то 70%. Вот стоит линза, снизу веб-камера и опоры держат линзу. Камера снимает вверх, так же как мы видим небо наверху. Вот светится светопровод. В самом конце он излучает очень сильно свет. Почему светопровод? Потому что он очень тонкий, намного тоньше, чем фонарик. Вот как ночью выглядит светопровод. В конце он излучает свет, выбрасывает из себя свет. Сам светопровод светится, поэтому окончание светопровода я изолировал от света изолентой. Вот я на фоне всей этой конструкции для того, чтобы вы поверили, что этот опыт сделал я, а не кто-то другой. Если этого не сделать, мне никто не поверит. А если сделать, скажут, зачем себя снимаешь, в любом случае вилка. Но доказать надо, что этот опыт провел я. Поэтому я снимаю и показываю, как выглядит светопровод и вся эта конструкция, которая в масштабе плоской Земли, Солнце в масштабе, купол в масштабе, и получается то, как мы видим. Вот как ночью ходит Солнце вокруг купола. Я освещаю светопроводом, ввожу вокруг купола, вокруг камеры. Свет очень слабенький, главное показать, какое Солнце и в размере. Я в этом опыте учел масштаб. Вот как, если включить свет, чтобы видно было, что эта линза, она стоит на камере. Вот я включаю светопровод и вожу вокруг. Я делал много опытов, испытаний. Можете сами купить светопровод. В описании есть ссылка, где его купить. Также можете линзу купить. Все это продается на AliExpress и на других магазинах. Вот как я водил светопроводом над линзой для того, чтобы сделать опыт. Я вырезал лучшую часть для того, чтобы было все очень наглядно, но в принципе здесь понятно, что свет или солнце ходит над нами наверху по кругу. И благодаря этому происходит смена дня и ночи. Сам свет я сделал не яркий, светопровод взял только для того, чтобы учесть масштаб Солнца над плоской Землей. Этот опыт самый точный из всех опытов, которые я проделывал, изучая восход и закат Солнца. А теперь что показывает камера Bandicam? То есть вот восход Солнца идет, Солнце в зените, идет сверху. Все это я использую светопровод, я его изолировал, чтобы он не светил. Камера смотрит вверх, свет отключен, поэтому темно, вообще она смотрит наверх. Вот идет закат Солнца. Солнце ушло. Далее
второй круг. Опять идет восход солнца. Солнце не уменьшается, не увеличивается ни на закате, ни на восходе, ни в зените. То есть солнце остается одних размеров. Просто идет по небосводу. Так же, как мы наблюдаем над землей. Идет по небосводу. Потом опускается и происходит закат. Ночью солнце мы не видим. Утром опять происходит восход. Солнце встает, светит. Мы его видим. То есть, если вы захотите, проделайте опыты, проверьте. Я делал много опытов. Очень важно, чтобы руки четко вели, иначе будут зигзаги. Я старался показать четко. Делал несколько опытов. Ну и вот солнце восход, солнце наверху, день. Теперь закат солнца, солнце падает, садится. А сверху это просто светодиод по кругу ходит. То есть солнце движется по кругу. Опыт в масштабе. Мы также наблюдаем солнце, наблюдаем восход, наблюдаем закат. Солнце не изменяется в размере. Как многие писали, покажите, что солнце не изменяется в размере. Вот показываю, как это происходит. То, что видит наблюдатель снизу, я показываю при помощи веб-камеры. А сверху солнце ходит по кругу. Таким образом, опыт с веб-камерой и со светопроводом дал четкое представление о том, как происходит закат и восход солнца на Земле.